Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны. Федеральный портал «История РФ» представляет цикл лекций научного директора Российского военно-исторического общества, доктора исторических наук, профессора МГИМО МИД России Михаила Юрьевича Мягкова «Семья народов. Опыт Российской империи и Советского Союза». Тема лекции «Семья народов. История Казахстана». Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об истории Казахстана уже после революции 1917 года до современности. Как в каждой провинции, области, губернии России, так и в Средней Азии, так и в Казахстане, революция имела свои особенности, и свои общие черты. Да, это прежде всего социальный фактор. Мировая война, Первая мировая война, которая до нельзя осложнила все процессы в рабочем классе, в крестьянстве, требования земли, требования справедливости в распределении продуктов труда. Все это было и в Казахстане, который тогда уже стал на промышленные рельсы. Особенностью, может, для Казахстана то, что в основном февраль, октябрь в революции, в революционных событиях участвовали прежде всего русскоязычные. Это и рабочие, прежде всего, крестьяне. И здесь, конечно, и были требования, и местное население тоже постепенно вплеталось, скажем, вот в эти бурные события, особенно после октября 1917 года. Был образован Киргизский ревком тогда, в котором были большевики. Но в дальнейшем здесь была и власть и Колчака, и уральских казаков, и казаков Дутова. Кто только здесь не проходил. Белые, красные, свои, зеленые. Было и басмачество, которое увидело в большевиках, и в красном движении, наступление на свои права. Да, были бии, которые сопротивлялись советской власти. Было непонимание среди местного населения, что принесет советская власть, что нового. Да, рушатся традиции. Как будет отношение к религии? Что будет с землей? Кто будет владеть теми несметными богатствами, которые, собственно говоря, находятся в Казахстане? А уже тогда, благодаря нашим и путешественникам, благодаря нашим геологам, российским, было известно, что это очень и очень богатый край. Уже была открыта нефть, уже была нефтедобыча. Здесь и нефть, и уголь, пожалуйста, и металлы. То есть очень большой потенциал. То есть было, по крайней мере, непонимание. Но в конце концов уже к 19-му, началу 20-го года, благодаря фронту, который командовал Михаил Фрунзе, эта территория попала полностью под советскую власть, хотя басмаческое движение продолжалось вплоть до начала 30-х годов. Что происходило? Прежде всего, конечно, поговорим с вами о территориальном делении. Да, была единая Российская империя, да, было туркестанское генерал-губернаторство, часть Российской империи. По декларации прав народов России, которую объявил Ленин, каждый народ, каждая нация имела право на самоопределение, чем воспользовались, кстати, прибалтийские страны, республики, потом Финляндия, Польша, Украина объявляла о своей самостоятельности. Здесь, в Средней Азии, скажем так, и на территории Казахстана мы с вами этого не видим, хотя сегодня в казахских учебниках очень активно и многостранично, подчеркну, говорится о таком движении, как Алаш-Орду. То есть это местное движение местное, национальное, которое противоставляло себя большевикам, противоставляло красным. Подчеркиваются различные его направления, но оно не получило тогда большой поддержки у большинства местного населения, особенно у беднейшего класса. Ни у русскоязычного, ни у местного. Почему? Потому что земельная собственность должна была остаться у того, кто ею обладал. А что дали большевики? И вот вскоре после того, как советская власть здесь устоялась, была проведена так называемая земельно-водная реформа. И вот здесь, скажем так, местное население, местные дихкани, вряд ли они это слово тогда знали, но, наверное, что-то подобное, как «супер» они сказали. Что это значит? А то, что земля бывших беев, она отходила, она справедливо перераспределялась между всем населением, как и в Центральной России. Помещичья земля. То есть помещичная собственность, а здесь собственность биев, либо баев, как мы их называли, она отменялась и распределялась между всеми крестьянами. Более того, часть земли отделялась от богатых, как их тогда называли, кулаков, уже русскоязычных. то есть которые при Столыпинской реформе переселились в Казахстан и в Среднюю Азию, тоже получали местные дыхкани.
Водные ресурсы тоже, понятно, вода – это богатство, да, это жизнь, это плодородие. Они тоже перераспределялись тоже равномерно. Выборность в советах. И с другой стороны, местное население, и беднейшее в том числе, увидело, что религию в отношении от православной церкви, кстати, в центре России, ее в основном не трогают. То есть остаются и мечети, и богослужения. Никаких таких вот серьезных наездов на церковь, как это было в начале 20-х годов, еще при жизни даже Ленина, в центральной России, в западных районах бывшей Российской империи здесь не было. То есть большевики, красная власть принесла больше блага, и население это видело. Ну, кроме того, здесь ликбез, мы знаем о ликбезе, ликвидация безграмотности, строительство школ, многочисленные школы и уже на местном языке. Причем арабская вязь, она переводится в начале, местный алфавит, местный язык, казахский язык переводится с арабской вязи, переводится на латиницу, потом уже в 30-х годах на кириллицу. Открываются школы, появляется своя собственная интеллигенция. Еще до Великой Отечественной войны возникает филиал Академии наук, Казахской академии наук. Но прежде всего мы должны с вами поговорить о национально-территориальном делении. Не скроем, да, то, что сегодня та или иная группа в той или иной среднеазиатской нашей республике, бывшей республике Советского Союза, в том числе и в Казахстане, нет-нет, да и вспомнит о каких-то претензиях. Называя вот этот раздел, который произошел в 20-х, 30-х годах, кто-то топорным, кто-то несправедливым, вот это наша территория, вот это здесь жило там больше таджиков, здесь узбеков, здесь киргизов, а это отошло в другой республике. Ну, то же самое, наверное, можно сказать и о Казахстане, не с такими, конечно, последствиями, да, как, например, для Узбекистана, Таджикистана или Киргизии, но все-таки тоже поговорим об этом территориальном делении, тем более о названии республики. Можно даже запутаться вот в этих 20-х годах. Ну, 20-й год был декрет об образовании в составе РСФСР, то есть Советской России, Киргизской Советской Автономной Социалистической Республикой со столицей в Оренбурге. Почему Оренбурге, поговорим немножко позднее. Да? 25-й год. Киргизская АССР, автономная еще, да, переименованная казахскую. От слова казаки. Почему казаки, да, и казахская тоже потом поговорим. Но столица перенесена в Кызылорда. А уже с 27-го года город Алмата, мы уже с вами говорили, это бывшая Верная, город Верный, крепость Верная. Вот она стала столицей казахской СССР. 36-й год, февраль. Это уже не казахская, а казахская АССР в составе РСФСР. А вот 5 декабря 1936 года, после принятия новой конституции, еще называется Сталинская конституция 1936 года, уже казахская СССР, АССР автономия была, ей был присвоен статус союзной республики. Вот она появилась, Казахская Советская Социалистическая Республика. Вопрос. Итак, почему начали киргизская? Почему казахская? Издавна, да, вот то местное население, которое проживало в этих казахских степях, называли киргиз-кайсаками, чтобы не путать с казаками, которые тоже вот это название прилепилось. А почему казаки? А вот есть яицкие казаки, а восстание Емельяна Пугачева, вот тут все смешалось, чтобы не путать с яицкими казаками, потом, значит, киргиз-кайсаками. Вот пришло название как киргизы, и вот изначально вот, территория нынешнего Казахстана Киргизская АССР, а, собственно говоря, Киргизская Советская Социалистическая Республика, которая потом стала Кара-Киргизская автономия, а потом уже Союзная Республика. Почему Оренбург? Вот тут есть разные сведения. Кто-то говорит, что местная интеллигенция этого хотела. Кто-то говорит о том, что, из казахских ученых, о том, что, значит, в Оренбурге действительно крупная прослойка рабочего класса. И для того, чтобы казахское население, казахский народ, он шел к светлому будущему, в том числе на основе диктатуры пролетариата, необходимо был Оренбург, то есть промышленный город, который давал как бы этот мощный толчок. Ну, другие говорят, то, что инфраструктура, да, лучшая связь с центром России. Разные сведения, но в любом случае Оренбург все равно не устоялся. Тут мы, как с вами сказали, Кызылорда, а потом уже и Алма-Ата. Вот процитируем одну цитату. О одном из местных, кстати, документах местного совета того времени, почему Оренбург. Цитирую, да? Оренбургская губерния имеет громадное производственное и культурное значение для народов Востока и, в частности, Киргизского края.
вследствие чего население имеет непосредственное экономическое и политическое тяготение к Оренбургу как к культурному и промышленному центру. Ну, я думаю, что определение здесь во многом верно. Бурное развитие промышленности, вот 20-30-е годы, наряду с индустриализацией здесь, в бывшем Туркестане, на территории Казахстана строится Турксиб, строятся другие железные дороги. Увеличивается население, причем очень бурными темпами. Вот с 1926 по 1989 год все население Казахстана увеличилось 2,7 раза, с 6 миллионов до 16 миллионов человек. Да, были периоды, когда вот это рост шел, мягко скажем, неравномерно. Да? Здесь, конечно, и Великая Отечественная война, здесь и период коллективизации. Вот в 1990-х годах многие наши ученые, там, студенты зачитывались трудами Роберта Конквиста, советолога западного, который говорит о том, что, например, Казахская ССР потеряла в годы коллективизации от голода, от голодомора, который там был, 2 миллиона человек. Ну, вот эта цифра пошла во все издания. Там, в западные, потом она перекочевала в наши, потом и даже в наши учебники. Но вот современные ученые, которые подсчитывают население Казахстана, и учитывая то, что в начале переписи 26 года была одна территория Казахстана, а потом Казахстан после этого времени передал часть своей территории Киргизии и Узбекистану, да? То есть нельзя говорить о том, что это данные Конквиста корректны. То есть вначале считается одно большее население, потом за вычетом опять берется тоже. Ну а территории-то передали. Вот современные исследователи говорят о том, что здесь можно говорить о потерях в 300 тысяч человек. Да, это тоже огромная цифра, но из этих 300 тысяч человек, которые во время коллективизации потерял Казахстан, это не только погибшие от голода, но и те, которые переселились, бежали, в том числе от голода, коллективизации, в тот же самый Синьцзян, в тот же самый Китай. Мы должны быть с цифрами особенно аккуратными, когда это идет речь о взаимоотношении народов, ну и когда эти цифры, они, по сути дела, служат делу какой-то политической воли и какой-то политической конъюнктуры. Если говорить о цифрах вообще о населении, ну, возьмем русских и казахов, вот есть такие данные. Вот 26-й год русских 1,3 миллионов, казаков 2,6. Перед Великой Отечественной войной русских 2,5 миллионов, казаков 2,3 миллиона. Далее Великая Отечественная война, вот 59-й год, это мы об этом еще поговорим, освоение целины. Здесь русскоязычных и русских уже больше, 4 миллиона, казахов 2,8 миллиона человек. Но 89-й год, фактически русскоязычные и казахов равняется 6,2 миллиона. А если говорить о современности, ну, забегая уже вперед, скажем, что вот на 2010 год казахов уже было 10 миллионов, русских 3,8, а 2020-х русских всего 3,5 миллиона, казахов 12,8 миллиона человек. И вот такая тенденция к сокращению русского населения и к увеличению казахского населения, она сохраняется и будет продолжаться, как вот говорят исследователи, до 2030 года. Идет исход. Шел и продолжается исход русскоязычного населения из Казахстана. Итак, общество менялось. Менялось, да, отменялся Колым, выкуп, отменялось многоженство, но одновременно проводилась земельно-водная реформа и другие реформы, связанные с образованием, с культурой, появлялись новые театры, появлялись музеи. Росла, конечно, бурными темпами, особенно в годы индустриализации, промышленность. Да. Приведем только цифры. Вот с 1930 по 1940 год, предвоенный год, промышленность Казахстана увеличилась 7,9 раз, а крупная промышленность 19 раз. С 13 по 70 160 раз. С 13 по 80 250 раз увеличилась промышленность Казахстана. Да, ну это не только Турксиб. О Турксибе, кстати, правда писала в то время, когда его построили. Кстати, его построили на 17 месяцев раньше, чем это планировалось в начале 30-х годов. Турксиб, писала правда, это не только железная дорога в 1500 километров, и не только замечательная школа советской железнодорожной техники. Это школа социализма,
живого практического социализма, формирующего новых людей. Да, вся страна была охвачена тогда вот этим порывом, формированием новых людей. И казахский народ от этого, многонациональный народ Казахстана, скажем так, от этого не отставал. Уже к концу, скажем так, второй пятилетки и в начале третьей пятилетки в Казахстане 2500 крупных предприятий. Это уже не аграрная страна, это индустриально-аграрная республика. Одна из самых важных республик в Советском Союзе. Но вот по объему капиталовложений в экономике она занимает третье место в Советском Союзе после РСФСР и после Беларуси. Ну, особое место, конечно, в истории, всей нашей страны, всего советского народа, всего многонационального советского народа, истории Казахстана занимает Великая Отечественная война. Если мы взглянем в казахские учебники, да, этому периоду Великой Отечественной войны уделяется достаточно большое место, и правильно абсолютно говорится, что Великая Отечественная война, в которой участвовал Казахстан как союзная республика СССР. Да, она являлась горем и бедствием, и в то же время проявлением героизма казахского народа, всего многонационального казахского народа. Скажем прежде всего о том, что Казахстан стал важнейшей тыловой базой, индустриальной базой Советского Союза. Вот из 240 предприятий, крупнейших предприятий, которые с запада страны, было эвакуировано на восток, в Среднюю Азию. Из 240 предприятий 150 находились, то есть встали на территории Казахской Советской Республики. Вместе с рабочими, вместе с семьями. Да, изменился и этнический состав, национальный состав. Больше русскоязычного населения стало, это рабочие. Но и казахи тоже, и женщины, и подростки тоже трудились на этих военных предприятиях, которые выпускали фактически всю военную технику и все вооружение. Гранаты, снаряды, артиллерийские орудия. Здесь плавился металл, здесь добывался уголь. Угольная промышленность поднялась почти в 3 раза, особенно в Караганде, угледобывающем районе. И Кибаскузский комбинат, и многие другие, они давали то необходимое и металл, и сырье, и технику, которые нужны были на фронте. Про Карагандинский угольный бассейн дал родине 36 миллионов тонн угля. Годы Великой Отечественной войны. Вот цифра такая, да? 46 миллионов тонн. Что это значит? А это в 1,5 раза больше, чем за все годы с 1854 года до 1940. Вот такие цифры. Это говорит о трудовом героизме. И своей стройке Караганде посвятил известный наш очень поэт Николай Заболоцкий уже послевоенные годы, 1947, хотел бы их процитировать. Они отражают настроение людей того времени. Вот в чем дело. Тех, которые и трудились, и приезжали туда. Город степи, Караганда. Какой простор для мысли и труда. Какая сила дерзости и воли. Кто, чародей в необозримом поле, воздвиг потомство эти города, то выстроил пролеты колоннад, то вылепил гирлянды на фронтонах, кто средь степей разбил испепеленных фонтанами взрывающийся сад. А ветер стонет, свищет и гудит, рвет вымпела над башнями играя, и изваяние Ленина стоит, седые степи руки простирая. Понятно, дань тому времени. Простирает руки, и Ленин, да, идеология того времени, это было для каждой республики Советского Союза тогда основной идеологией марксизма-ленинизма. Кстати, сельское хозяйство в годы войны Казахстана тоже поднялось, например, животноводство в 2 раза, а посевные площади достигли 1 миллиона гектаров. То есть это была еще сельскохозяйственная база, которая дала стране 5 миллионов тонн зерна, причем отборного зерна. Я уже говорю не говорю уже о мясе, не говорю о животноводческих товарах, о теплых вещах, о сборе этих теплых вещей, которые посылались на фронт. И когда мы говорим о фронте, вклад Казахстана, казахских солдат, казахских воинов впечатляет. Мы все смотрели фильм «28 панфиловцев», художественный фильм, который был сделан при поддержке РВИО. Там есть такой эпизод, когда они русские из Казахстана, они сидят в одном окопе возле противотанкового ружья, и тут говорит: я сейчас защищаю Россию. Казах говорит: да, я русский, я защищаю Россию, Москву защищаю. Когда ты будешь защищать там Казахстан, ты будешь казахом, они все вместе. Это единение как раз и было, оно особенно важно на примере как раз 316-й Панфиловской дивизии, которая стала 8-й гвардейской.
И если мы посмотрим на подвиг этой дивизии у Волоколамского шоссе, у разъезда Дубосекова, там ведь и русские призваны, Василий Клочков. Здесь и казахи, здесь люди и киргизы, люди разных национальностей, украинцы, которые воевали и защищали Москву, и которые не дали противнику прорваться к нашей столице. Что еще важно отметить, то что вот, когда мы говорим о фронте, приведем простые цифры, да, простые цифры, то что в годы войны по разным подсчетам, кто-то говорит более 500, кто-то говорит 615 казахстанцев, герои Советского Союза. Из них, вот это казахские ученые сами подсчитали, 98, собственно говоря, казахи. Я живу недалеко в Москве от улицы Алии Молдогуловой, отважная женщина-снайпер, казашка. 78 немцев, врагов на ее счету, погибло в январе 1944 года, ведя бойцов в атаку, сражаясь рукопашных во вражеских траншеях. И когда в нее стрельнул немецкий офицер, смертельно ранен, она успела его добить. И потом погибла. Вот какая была женщина, какая отважная. Мамыш-Углы, которому Бек, Александр Бек посвятил, можно так сказать, ему посвятил, да, мы все его прекрасно знаем по повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». Это 1073-й полк, тот полк, который ходил в Панфиловскую дивизию 316 года. Мы все знаем об этих боях, в том числе о подвиге Мамыш-Углы, о его словах, то, что вот велика Россия, да, вот отступать некуда, позади Москва. Это тоже все казахи. Поэтому Великая Отечественная война сегодня, мне кажется, вполне достойно представлена и в учебниках казахских, и в целом в литературе. И здесь с казахскими учеными, когда они приезжают в Москву, либо мы приезжаем в Казахстан, мы всегда находим с ними общий язык. И в плане и внешней политики Советского Союза у нас тоже сходная точка зрения. Итак, Великая Победа, война, 1945 год. Опять, если приводить цифры нового промышленного взлета Казахстана, в котором вот эти предприятия, которые были эвакуированы в годы войны, они там фактически и остались. И на основе их, на основе нового строительства было построено только в годы 50-е годы более 1000 крупнейших предприятий. До 1975 года еще 2000 крупнейших предприятий. Но чем славен Казахстан? Когда мы говорим вот о послевоенном времени, конец 40-х, 50-е, 60-е годы, что мы с вами вспоминаем? Например, Семипалатинский полигон, да, на территории Казахстана, где проводились первые наши ядерные испытания. Да, там были определенные проблемы с экологией, сейчас ученые до сих пор расследуют, так ли это на самом деле, насколько это все было. Но факт тот, что да, первые наши атомные бомбы, которые в ответ на американскую ядерную монополию были изобретены, они взрывались именно там, под Семипалатинском. И вспоминаем 1955 год, когда на территории Казахстана был основан космодром Байконур, который имел тоже двойное назначение. Здесь испытывались ракеты военные, тут вспомним с вами РС-16, РС-18, РС-20, та самая знаменитая «Сатана», но на основе вот этой военной техники, военного ракетостроения, которые могли донести уже до потенциального противника наши ядерные заряды в ответ на их ядерную угрозу, строилась и мирная космическая промышленность. 1957 год, первый спутник наш. Откуда? Байконур. 1961 год, первый космонавт Юрий Гагарин наш. Откуда? С Байконура. И до сих пор, как мы знаем, имеется соглашение между Россией и Казахстаном об использовании вот этого мощнейшего, одного из крупнейших в мире космодромов, остающегося одного из крупнейших в мире космодромов. Конечно, были и остаются проблемы, в частности, вот с Аральским морем. Мы знаем, что море высыхает, многие территории, которые были под водой, сейчас они просто-напросто, соленая почва, безжизненная абсолютно. Утверждается сегодня, утверждалось и продолжает утверждаться то, что это каналы растительные, которые в Туркмении, Таджикистане, в том числе и Казахстане, вот они убирали воду из Сырдари и Амударьи, и теперь уже меньше воды в Аральском море, вот оно начало высыхать. Правда, сегодняшние ученые и наши, и казахи, кстати говоря, продолжая исследовать эту проблему осушения Аральского моря, приходят к выводам, что это не основная причина, есть и другие климатические причины. Поэтому требует этот вопрос более серьезного изучения. Когда мы говорим о Казахстане послевоенном, мы вспоминаем, безусловно, и целину.
Целина – это подвиг всего советского народа, казахского в том числе. И здесь юноши, девушки 18, 19, 20 лет ехали на эту Целину. Целина – это не только Казахстан, не только северный и центральный Казахстан, здесь и Алтай, здесь и северный Кавказ, и многие другие районы. Но вот как бы основная часть территории вот этих целинных и залежных земель и в литературе, ну и в общественном мнении, и в учебниках мы читаем, конечно, это прежде всего Казахстан, и сразу мы тоже вспоминаем имя Брежнева. Вот у него, как мы уже с вами говорили в нескольких лекциях, да, есть трилогия, была трилогия. Не все он, конечно, сам писал, но, понятное дело, что-то надиктовывал. Это «Малая земля», «Возрождение», о возрождении экономики после войны. И третья часть, окончательно, это как раз «Целина». И вот Брежнев вспоминал то, что был пленум ЦК в 1954 году, в феврале месяце. И там озвучены были такие цифры, то, что вот Советский Союз в 1953 году собрал 31 миллион тонн зерна, а израсходовал 32 миллиона тонн зерна. То есть вынуждены даже были закупать или из резервов брать. То есть население растет. Посевные площади, да, предлагается вкладывать в нечерноземье, либо освоенное черноземье, там Воронежская, Тамбовская области, но это долго, да. А накормить народ надо вдруг и сразу, вот как говорит Хрущев на этом пленуме. Необходим бурный приток зерна, чтобы решить продовольственную проблему, в конце концов. Брежнев присутствует на этом пленуме, но для него полная неожиданность была, да? И вот он пишет как раз в своих воспоминаниях, что это дело поручит именно ему. Его назначают вначале вторым, а потом первым секретарем казахского, непосредственно республиканского комитета партии. О Целине, пишет он, я узнал в тот день впервые, и новость была то, что массовый подъем Целины хотят поручить именно мне. Начать его в Казахстане надо в ближайшей весной, то есть буквально через несколько недель. Сроки самые сжатые, работа будет трудная, этого не стали скрывать. Но добавили, что нет в данный момент более ответственной задачи партии, чем это. Уже осенью на Целине надо взять хлеб. Непременно нынешней осенью. Вот что пишет Брежнев. Причем ведь трудности огромные были. Ну, можете себе представить степь, да, это еще весна, ранняя весна, заснеженные просторы. Да? Никакой тебе, даже землянки нет, там палатки устраивали, никаких крепких зданий, то есть в голом поле выбрасывали. Там молодежь в основном, трактора, технику, сеялки, там подвозили зерно, срочно строили грунтовые дороги, то есть это была гигантская стройка. И многие люди, которые молодые, особенно которые поехали, но увидев вот эти трудности, да, как бы даже изначально запаниковали. Вот Брежнев тоже пишет, ему встретился в районе Целинограда, Акмола, Астана, Целиноград, об этом мы еще с вами поговорим. Это один и тот же город. На станции молодой человек с чемоданом, он его спросил, ну ты куда едешь? Домой? Да. Говорит, домой. А что такое? Трудно? Говорит, да, трудно. Не знал своей натуры, говорит он, да, я там на Азовском море живу, там цветы уже цветут, а здесь что, голая степь, ветер свищет, да, промозглый и так далее. Вот Брежнев с ним поговорил, я, честно говоря, этому верю. И он как бы переубедил этого человека, что трудности есть и всегда будет, в любом краю, где бы ты ни находился. Начинать всегда тяжело, пишет Брежнев, да? То, что он сказал этому молодой человек. Но надо в себя поверить, нельзя тебе начинать свою жизнь с вступления. И Брежнев пишет потом, парень, помню, на поезд не сел, то есть не уехал домой. И, скорее всего, связал свою судьбу с ковыльной степью. Причем Брежнев вспоминал вот в Целине такие бытовые вещи, казалось бы. Да, ну вот в основном молодые люди, то есть это парни, да? Девушек меньше. А вот если кто-то ему подсказал, если девушки будут, да, то есть и семьи тут возникнут, и люди осядут на землю, и тут будет уже более сносная жизнь, то есть быт наладится. И такие вопросы тоже приходилось решать. Причем Брежнев передвигался, без крайней степи, в основном на самолете. И вот он говорил о том, что совершил 480 взлетов и 480, слава богу, посадок вместе со своим пилотом, который вот летал на обычном кукурузнике, Николай Григорьевич Моисеев. То есть садился буквально в поле. А потом, когда Брежнев приезжал в Казахстан, уже когда стал генеральным секретарем партии, руководителем государства, он всегда летал на самолете именно с этим летчиком Моисеевым. И был такой случай, когда самолет заходит на посадку, поле, там
вдалеке трактора. И когда он приземлился, он буквально чуть не напоролся на барану, то есть плуг, который оставил какой-то трактор. Ну, просто не заметил. И могло совершиться авария, катастрофа. Едва-едва избежал вот этой катастрофы, да, стали вдруг ругать трактористов, но они в чем виноваты? Они что, знали, что самолет сядет? Ну, в конце концов, махнули руками. То есть вот так вот перемещался Брежнев под бескрайний простор. После Брежнева личность нового руководителя Казахстана долгое время, он с января 60 по 62, а потом уже с 64 вплоть до 80-х годов стоял во главе Компартии Казахстана, то есть был руководителем этой республики, это Кунаев. Кунаев, о котором сегодня вот совершенно порой диаметрально противоположные оценки. Кто-то говорит о том, что это был коррупционер, и действительно в горбачевское время, во время перестройки, за ним и КГБ следило, его сняли со своего поста, и стали ухудшаться межнациональные отношения. Ну, наверное, да, доля правды в этом есть, и о коррупции, и межнациональных отношениях. Но стоит сказать, что он был из рабочей семьи, хозяйственник, и вот в годы Великой Отечественной войны выдвинулся как человек, который занимается хозяйством, который развивает экономику Казахстана. И вот хотелось бы привести только некоторые интересные факты, малоизвестные, я думаю, не только российскому зрителю, но и даже, может, самим казахстанцам, о периоде правления Кунаева. То, что за период управления с 64 по 85 год 20 века объем промышленности Казахстана вырос в 9 раз, а объем сельского хозяйства в 6 раз. Строительство в Казахстане 68 раз. Можно себе представить. Да? Еще интересный момент, связанный уже с Нурсултаном Назарбаевым. Вот 1981 год, Кунаев отмечает свое 70-летие, и вот на праздничном банкете он называет Назарбаева, есть такие свидетельства, своим сыном, что фактически означало как бы преемственность власти. Еще один пример. 1962 год, ну это еще освоение Целины, Кунаев отменил инициативу партийцев из города, как тогда называли, аутсайдера, по освоению Целины Павлограда, о переименовании его в Хрущевоград. Тогда Хрущев у нас был руководителем нашего государства. И об отмене стало известно в Москве, что, наверное, тоже не способствовало карьере, если бы Хрущев в 1964 году Хрущева не убрали с власти. И еще, он не стал, как просил, наверное, или требовал даже Хрущев, переносить столицу в Акмолинск. Ну, то есть Целиноград, Астану, Нур-Султан, да, нынешний, и настаивал на Алма-Ате. Говоря о Целине, стоит добавить, что это, конечно, и сегодня остается зоной рискованного земледелия. Да? Вот первые урожаи Целины дали гигантский вообще прирост и фактически решили продовольственную проблему. Вот, за все первые годы освоения Целины, 3-4 года, в Казахстане, только в Казахстане было собрано 500 миллионов тонн зерна. Только в одном Казахстане. Ну, для сравнения, вот сегодняшний средний и высокий считается даже урожай в России, Российской Федерации, с новыми удобрениями, с новыми технологиями, но это в районе 200 миллионов тонн ежегодный. А тогда дали 500 миллионов. Да, за несколько лет, но при той технике и при тех удобрениях. Конечно, это как бы сразу решало продовольственную проблему, и даже мы могли торговать зерном. Но рискованное почему? Потому что вот этот верхний слой плодородный, который земля накапливала, а Брежнев об этом тоже писал, земля долго копила вот эти богатства, теперь она их отдает. Ну да, она отдает. Но одновременно весь многовековой слой вот этого чернозема, все корни, они тоже как бы выносятся наружу, и дальше просто суховей, ветер, она превращается в пыль, и все это плодородие уносит за сотни километров. Надо что? Особые сорта зерна. Необходимо лесополосы сажать, чтобы не разгулялся ветер по этим бескрайним просторам. А это все долго, это капиталовложение. Поэтому проблема с Целиной, да, это очень богатый край. И, безусловно, он был, есть и будет основной житницей, я бы даже сказал, мирового масштаба. Но здесь необходимы и новые технологии, и большой труд сельскохозяйственного человека, который работает с землей. Что можно сказать? Вот Кунаев, да, вот он как бы различные точки зрения. 85-й год, потом наступает 86-й, конец 86-й год.
Вместо Кунаева, да, приходит и назначает нового руководителя Казахстана, Горбачев, Геннадия Колбина. Он был тогда первым секретарем Ульяновского областного комитета партии. Ну, казалось бы, что, да, у нас в той или иной республике, там Украина, РСФСР, если мы возьмем и другие, за время советской власти разные руководители разных национальностей перебывали, но вот в 60-е, 70-е годы, особенно с Хрущева и при Брежневе это началось, как бы считалось традиционно, что первый секретарь партии какой-то союзной республики, то есть руководитель, как правило, из местных. Вот был Кунаев, пожалуйста, да? А тут назначают Колбина. Вроде ничего необычного, но это вызвало волнение. Казахская молодежь, студенчество, особенно в декабре 1986 года, оно высыпало на улицы Алматы, были митинги, были протесты, было подавление этих митингов, аресты. Ну, на мой взгляд, это одно из первых национальных, скажем так, выступлениях в бывшем СССР, которые начались в годы перестройки, Горбачевской перестройки. Ну, в конце концов, эти выступления задавили, и Колбин оставался у руля партии. Но только до 1989 года, когда перестройка стала расшатывать уже все основы государственной партийной, власть партии ослабела, и вместо Колбина первым секретарем ЦК партии, уже без протестов, был назначен казах Нурсултан Назарбаев, о котором мы с вами уже говорили. И когда начался парад суверенитета в 90-м году, Казахстан, как и другие республики среднеазиатские, и не только, принял свою декларацию о государственном суверенитете, а в 91 году Назарбаев был избран и первым президентом уже казахстанской, тогда еще советской республики. Да? Особо его роль, она могла бы быть, я повторяю слово «могла бы быть», в период до или во время даже попытки путча августа 1991 года. По ряду воспоминаний, в том числе об этом Ельцин писал и говорил о том, что вот до того, как Горбачев отъехал на свою дачу Форос, когда случился путч в августе 1991 года, они встречались, Ельцин, Горбачев, и обсуждали вопрос о будущем составе правительства. Ну, в частности, то, чтобы убрать Язова как министра обороны, убрать Крючкова как председателя КГБ. А вот премьер-министром правительства назначить Нурсултана Назарбаева, очень сильного, динамичного тогда правителя. И вот они как бы сошлись во мнении. Но Горбачев уехал, попытка госпереворота, ГКЧП, которая рухнула, и вся эта идея полетела в тыр-тарары. И в конце концов, Беловежская пуща 8 декабря, Назарбаева туда, опасаясь, очевидно, его позиции, который стоял за сохранение все-таки Союза, но в обновленном виде, опасаясь его позиции, Беловежскую пущу не приглашают. 3 республики, Беларусь, Украина и РСФСР, Россия тогда принимает решение о ликвидации Советского Союза. И надо сказать то, что вот декларацию о своей независимости, ну фактически указ о своей независимости, Казахстан принял последним из союзных республик только 16 декабря 1991 года, когда уже фактически Советский Союз де-факто и даже де-юре развалился. А 21 декабря именно в Алма-Ате, уже с присутствием и даже, скажем так, при гостеприимстве Нурсултана Назарбаева была принята Алматинская декларация о целях и принципах СНГ, то есть сложилось окончательно не только 3 республики, но и основные другие республики Советского Союза, бывшего, и Украина здесь, и Казахстан, они вступают в СНГ. Что можно сказать о настоящем времени, в 90-е годы? Как и для каждой республики, как и для России, они были очень трудными. Ну, Казахстан, благодаря своим ресурсам, полезным ископаемым, газу, нефти, чувствовал, наверное, себя лучше других в этом отношении. Тут и инвестиции шли, и развивалась и нефтянка, и газовая промышленность. Правда. Доставалось, ну как это и в России, далеко не всем. И большая масса населения, кто-то говорит, до 30% в 90-е годы, жила ниже среднего уровня жизни населения. Это тоже факт. И говоря о Нурсултане Назарбаеве, ну, он действительно стал лидером нации, и парламент в 90-е и в начале 2000-х годов постоянно продлевал
в начале сроки его правления, президентского правления, выборности его, а в 2010 году ввел понятие «первый президент Республики Казахстана и лидера нации». Ну, то есть фактически пожизненный срок его правления. Надо сказать то, что вот в 1997 году из Алматы, столицы Казахстана, была перенесена в Акмалу, Астану, которая получила потом название Нур-Султан, ну, дословно «светлый правитель». И доля русскоязычного населения, об этом мы тоже должны говорить, в Казахстане сократилась, вот если в 1989 году 37%, то в 2018 году не было и 19,8%. В 2019 году Нурсултан Назарбаев как бы уходит с президентства, сохранив за собой звание лидера нации, и Касым Токаев становится президентом. А события января 2022 года, начало января, сразу после Нового года, ну, заставили побеспокоиться всех людей, да, и в Казахстане, и у нас в стране, в России. Да, это попытка фактически государственного переворота, очередной, очевидно, цветной революции, когда за подъемом цены на газ, ну, для автомобилей прежде всего, да, последовали выступления, погромы, и Токаев тогда, как президент, обратился к России, чтобы задействовали все силы договора о коллективной безопасности организации ОДКБ, и ее силы были введены в Казахстан, чтобы стать гарантией предотвращения дальнейших беспорядков. И это, безусловно, сработало. Надо отдать должное здесь и Токаеву, и, безусловно, нашему президенту Владимиру Путину, что так достаточно быстро и бескровно удалось решить вот эту проблему, хотя, конечно, и жертвы тоже были. Но это доказало эффективность ОДКБ, с одной стороны, а с другой стороны, важность связи Казахстана с Россией, и общий наш рынок и экономический, ну и, в частности, общность политического нашего будущего. Что можно сказать о современном Казахстане? Буквально несколько слов. Ну, а основными торговыми партнерами остается здесь и Россия, и Китай, если из европейских стран, надо сказать, и здесь и Германия, и Италия. Можно сказать о том, что Казахстан выбирает сегодня, так официально, по крайней мере, многовекторный путь развития экономического. Здесь, конечно, Китай играет одну из главных ролей, но и связи с Россией, остающийся потенциал, в том числе научный, промышленный, он тоже во многом связан с нашей страной. Я думаю, что вот эти неразрывные связи, в частности, и бытовые, и семейные, которые остаются, но есть гарантия того, что мы будем оставаться вместе в нашем непростом, бурно меняющемся мире. Ну и в заключение, как всегда, я хотел бы процитировать некоторые строки из учебников по истории Казахстана, современные актуальные учебники, как мы всегда это делали в наших лекциях по истории стран бывших республик Советского Союза. Вот учебник истории Казахстана для 8 класса, актуальный, который сегодня присутствует в школах. Ну вот здесь есть ряд, скажем так, нелицеприятных слов по поводу Столыпинской реформы. Это конец 19-го, начало 20 века, о том, что переселялись русские колонисты. Это облегчало царскому правительству колонизацию и административное управление Казахским краем, цитирую. Да? Одновременно говорится о том большую роль, которую в исследовании края сыграло Русское географическое общество, и о Пржевальском здесь, и о Семенове Тяньшанском, и о других наших выдающихся путешественников. История Казахстана, 9 класс, о причинах восстания говорится тоже в основном с таким прицелом колониальной политики России и русификации. Далее, из стратегических соображений московское правительство приняло после гражданской войны мусульманской религии политику относительной терпимости. Ну вот о чем мы с вами как раз говорили. То есть религию в основном не трогали в это время, но из стратегических соображений, да, не по тем как гуманитарным общечеловеческим нормам, а общестратегическим. Тоже нюанс, но о многом о чем говорит, да? А коллективизация, ну, конечно, насильственное оседание кочевых и полукочевых хозяйств на земле.
То, что умерло, опять говорится цифра 2 миллиона казахов, то мы уже с вами уже сказали, здесь какие подсчеты, какие территории было от Казахстана переданы другим республикам, которые входят как раз вот в этот подсчет. Да? Мы говорили с вами о цифре 300 тысяч человек, которая тоже очень большая, тоже очень трагичная, но не такая высокая, как сегодня приводится в учебниках. Годы Великой Отечественной войны. Говорится о казахах, конечно, прежде всего, которые воевали на фронтах, всех фронтах. Защищали и Ленинград, и Москву, участвовали в Курской битве, Сталинградской битве. Брали Берлин, в конце концов, освобождали Европу. И герои Советского Союза. Все это есть. Правда, меня почему-то удивило, что о 316 дивизии Панфилова всего один абзац. Ну, поскольку самые знаменитые и вот на слуху эта дивизия Панфилова, могли бы все-таки посвятить немного побольше. Но, по крайней мере, о ней говорится, о ее героическом подвиге. Но в том числе говорится о так называемом Туркестанском легионе, имеется в виду коллаборационистском формировании, как вот легионы были прибалтийские, и там другие, которые немцы делали, да. Говорится о сложном пути и драматическом, да. Не говорится открыто, что это предатели, а сложный драматический путь. И, как утверждают сами легионеры, они не шли служить добровольно, а вот вынужденно. И делается вывод, данное явление требует серьезного исследования и оценки. Вот, боюсь, пока они будут исследовать и давать оценки, создаться какое-то общественное мнение, что вот они не такие плохие, и вовсе не предатели, а какие-то там пострадавшие. Как это было в Прибалтике, как это было с бандеровцами на Украине. И здесь очень опасный путь. Ну, то, что читал, то и говорю. Ну и дальше вот о целине. Говорится о том, что распахали 25 миллионов гектаров земли. Но 9 миллионов, о чем мы с вами как раз сказали, гектаров подверглось эрозии. То, что это экстенсивный путь, надо более интенсивный путь. Ну, пожалуйста, вы сегодня независимые, да? Флаг вам в руки, вот у вас трактора, вот сеялки, вот у вас собственное правительство, давайте выбирайте интенсивный путь. Как это у вас получается, пока, скажем так, как было рискованное земледелие, так и остается. Я думаю, что здесь выход как раз в интеграции усилий Казахстана и Российской Федерации, это Северный Казахстан, чтобы продолжать эффективно осваивать эту территорию к благу наших обоих стран. Ну, отмечается межнациональная стабильность. В известной мере это действительно так. По сравнению, скажем так, с другими республиками Средней Азии или там Закавказья, возьмем Украину, но тоже, конечно, националистические проявления, особенно на юге Казахстана, имеют место быть. Здесь исторические корни, кстати, еще, потому что вот тут и влияние религии имеет большое значение, поскольку если север Казахстана, ну там проводниками исламской религии, ислама были в том числе российские мусульмане и татары в том числе, то здесь на юге, здесь Каканское, Бухарское ханство, которых изначально еще с 19 века элементы русофобии, они наблюдались. Да? И отделение этого края от Российской империи, а потом уже от Советского Союза и басмаческое движение, это тоже есть исторические тенденции. И мы тоже должны это брать в расчет. В любом случае, заканчивая, скажем, рассказ о Казахстане, сделаем такой вывод. Да? То есть мы всегда были вместе, нам нечего делить. Да, мы были вместе в войне, мы вместе осваивали целину. Как бы сегодня про это ни говорили, это был гигантский проект. Общий, скажем, союзный проект, который свойственен огромной, большой, мощной стране. И сегодня многое зависит от правителя, от руководства, в том числе и в России, и, конечно же, в Казахстане. Как здесь они будут взаимодействовать, как будет взаимодействовать наш бизнес, как будут строиться межнациональные, в том числе семейные отношения, которые продолжают оставаться. Да? Очень многое все это играет, но я надеюсь, что Казахстан, он всегда был верным союзником, партнером Российской теперь уже Федерации, что эти отношения будут продолжаться, и эти отношения останутся на очень стабильном и очень хорошем уровне. Спасибо, до свидания. Любишь историю? Присоединяйся к нам в социальных сетях. История РФ. Главный исторический портал страны.